Мощнейший удар по малой родине Путина. Дым видно с любой точки города. Очередные склады Wildberries уничтожены. Спецоперация Украины завершена. Силы беспилотных систем не подбили за сутки ни одного танкера. Мадяр решил остановиться. США и Латвия наносят удар по РФ. Зеленский летит навстречу с Трампом, а в российском городе-миллионнике задыхаются люди. 28 танков за сутки. Полный разгром россиян в Донецкой области. Как ВСУ удалось провернуть уникальную операцию по уничтожению. Об этих и других событиях к вечеру 24 июля. Наконец-то пятница, но прежде чем расслабиться, важно узнать, чем запомнился этот день. В эфире Нехта. Поехали. Это было особенное утро. Вот такой вид открывался на малую родину Путина. Из Кремля это вряд ли было видно, но сотни тысяч жителей Санкт-Петербурга могли наблюдать из окон, из балконов гигантские столбы дыма. Вы это видите? Это просто пи***. Украинские беспилотники утром атаковали и саму бывшую столицу Российской империи, и Ленинградскую область. Главный удар пришелся по логистическим центрам Wildberries в Шушарах и в Новосаратовке, где находится промзона Уткина заводь. Там, по сообщениям властей, пострадали 3 человека. На территории Уткиной заводи, по данным издания «Астра», горели как минимум 3 здания. Кроме ангаров Wildberries, еще и склад неизвестного назначения, а также распределительный центр компании «Петрович». Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, еще был атакован и склад птицефабрики «Северная». Там обошлось без пострадавших. Ранее ночью был атакован сортировочный центр Wildberries в Симферополе. Как утверждают в компании, он был эвакуирован. Правда, глядя на эти кадры, задаешься вопросом, что там можно было спасти. Украинский мониторинговый канал Экселинова Плюс также сообщил об ударах по логистическим центрам Wildberries в Твери. У местного губернатора подтвердили попадание в административное здание некоего логистического комплекса в поселке Элеватор, но его владельца не назвали. В течение предыдущих 7 дней под удары попали склады Wildberries в подмосковной Электростали, Котовске Тамбовской области, Краснодаре, Невинномысске Ставропольского края. Сотни миллиардов превратились в дым, а ведь можно было всего этого избежать, остановив агрессию против Украины. Наши остатки догорают в Шушарах. За 1 неделю мы потеряли все, что у нас было на складах Wildberries. Складами дело сегодня не ограничилось. Украинские защитники нанесли удар и по одному из крупнейших оборонных предприятий России. Целью атаки стал завод «Авитек» в Кирове, входящий в концерн «Алмаз-Антей». Вон, смотри, «Авитек», там куски какие-то валяются. Вот так вот. Предприятие выпускает в том числе боеприпасы для зенитных комплексов «Тор», а также другую военную продукцию, в том числе те самые ракеты Х-101 и Х-59, которыми российская армия обстреливает украинские города. После мощного взрыва на территории завода вспыхнул пожар. Повреждены несколько производственных цехов. Губернатор сообщил о 6 погибших и 32 пострадавших. Мониторинговые каналы предположили, что удар был нанесен ракетами «Фламинго», и чуть позже главный конструктор и совладелец компании Firepoint Денис Штиллерман без лишних слов опубликовал видео запуска ракеты. Накануне Путин провел в Кремле совещание Совбеза, которое касалось как раз состояния дел в военно-промышленном комплексе. Похоже, теперь нужно собирать новое, так как ситуация с ВПК после сегодняшнего удара явно ухудшилась. Как это понимать?
Случилось нечто невероятное. Впервые после начала операции сил беспилотных систем Украины «Молочка» подчиненные Роберта Бровди не поразили за сутки ни одного вражеского танкера, сухогруза или буксира. С самого начала июля подчиненные Мадяра жгли эти суда в промышленных масштабах, поразив за 3,5 недели 198 морских целей. Но сегодня на сайте СБС впервые за это время появился 0. Причина, скорее всего, проста. Москва начала прятать свой флот. Сегодня Россия официально предупредила о рисках судоходства в своей части Черного моря. Минобороны страны заявила, что пребывание в российской акватории небезопасно из-за угрозы атак украинских морских и воздушных беспилотников. Предупреждение распространяется на всю исключительную экономическую зону России, включая район Новороссийска, крупнейшего экспортного порта на Черном море. Комментариев от адмирала Бровди пока не поступало. Чернобаевка, Малая Токмачка. На карте эпичных провалов российских вояк появилась новая точка, и это Очеретино в Донецкой области. Тут путинская армия потерпела один из самых масштабных разгромов за последнее время. Генштаб ВСУ сообщил, что за одни сутки захватчики потеряли, внимание, 28 и не мотоциклов или уазиков, а танков. Почти год не видел более или менее значительного количества танков и БМП противника во время механизированного штурма, но сегодня пи***ры решили напомнить о себе. Броня и личный состав были успешно аннигилированы, противник успеха не имел, 80% всего шлака было разбито на подходах к переднему краю. Видео операции поделились спецподразделения Нацгвардии Украины «Омега» и пограничники из подразделения «Феникс». Кроме десятков танков, украинские защитники демилитаризировали и большое число другой техники, ну и десятки непрошенных гостей. США вводят новые импортные пошлины на российские товары. С 1 августа ставка составит 12,5%. Как пояснили в аппарате торгового представителя США, решение принято по распоряжению президента Дональда Трампа. Но это не наказание за войну. Россия попала под раздачу вместе с рядом других стран. Введение данных пошлин Вашингтон объясняет борьбой против импорта продукции, произведенной с использованием принудительного труда. Президент Трамп признает, что десятилетия призывов к морали не искоренили принудительный труд из глобальных цепочек поставок. Сегодняшние действия положат начало исправлению ситуации, которая является одновременно нарушением прав человека и искажением торговой практики, и улучшат благосостояние трудящихся во всем мире. Аналогичные меры затронули как Индию с Мексикой, так и Великобританию, Канаду, Японию, Южную Корею и ряд стран ЕС. Для государств, которые уже запретили или обязались запретить ввоз товаров, произведенных с использованием принудительного труда, пошлина составит 10%. При этом новые тарифы не распространяются на сырье и ряд стратегически важных для американской экономики товаров. Пока Владимир Путин все еще ждет обещанного звонка Трампа, Владимир Зеленский, как ожидается, увидится с президентом США второй раз за несколько недель. Как сообщает Суспильне, со ссылкой на источники в дипломатических кругах, встреча лидеров может состояться уже в ближайший вторник. Зеленский летит за океан, чтобы принять участие в церемонии прощания с большим другом Украины, сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Накануне сам Зеленский, не раскрывая деталей, заявил, что встреча с Трампом может состояться уже в ближайшие дни. По его словам, Белый дом подготовил предложение по прекращению войны, которое сначала обсудят с Киевом, затем с Москвой, после чего может пройти трехсторонняя встреча с участием Украины, США и России. Предыдущая встреча Зеленского и Трампа состоялась всего чуть более 2 недель назад на саммите НАТО в Турции. Ну а вот Путин, которому американский лидер обещал позвонить еще тогда из Анкары, так и не дождался звонка. Город-миллионник в России столкнулся с нетипичной проблемой. Тюменцы воняют говном. И это не попытка засрать тюменцев, и это не шутка.
Жители Тюмени жалуются на запах фекалий и массовую гибель рыбы. В Роспотребнадзоре признали, что вода в реке Туре действительно приобрела резкий неприятный запах и привкус. Все это из-за паводка. Ведомство утверждает, что вода безопасна. По данным местного водоканала, цветность воды превысила норму в 6,5 раз, а содержание кислорода в реке почти опустилось до нуля. Власти также предупреждают о продолжающемся паводке. Уровень воды в Туре уже более чем на метр превысил критическую отметку, а в зоне возможного подтопления находится около 150 жилых домов. Все вещи, которые мы стираем, пахнут говном. Мы моемся, и наши волосы пахнут говном. После того, как соцсети захлестнули видео с жалобами, местные власти порекомендовали жителям не пить воду из-под крана без кипячения, а лучше использовать бутилированную. Вот только многие жалуются, что она исчезла с полок магазинов, а вода из крана даже после кипячения пахнет еще сильнее. Странно, как местные власти еще не предлагают получить чистую воду в военкомате, подписав контракт на участие в СВО. Латвия запретила импорт целого ряда товаров из России и Беларуси. Под запрет попали в первую очередь книги, газеты, видеоигры, игрушки, спортивные товары, а также одежда и обувь. 7 стран одобрил закон, который распространяется как на прямые поставки, так и на ввоз через третьи страны. В парламенте прямо заявили, что цель новых ограничений – это дальнейший разрыв экономических связей с Москвой и поддержка Киева. По данным властей, с начала полномасштабной войны импорт из России и Беларуси уже сократился более чем на 90%. Глава латвийского МИД Байба Бража ранее заявляла, что Москва использует книги и периодические издания как инструмент пропаганды. В июне латвийские власти также ограничили доступ к российскому маркетплейсу Wildberries и еще 7 интернет-ресурсам. В России массово закрываются кофейни, магазины с одеждой и многие другие виды бизнеса. Зато одна отрасль переживает настоящий бум. В стране стремительно растет число похоронных компаний. По данным «Коммерсанта», за первое полугодие власти зарегистрировали почти 1000 новых организаций и предпринимателей, оказывающих ритуальные услуги. Это на 22,5% больше, чем год назад, и рекордный показатель за последние 5 лет. При этом участники рынка отмечают, что цены на отправку в последний путь заметно просели, в первую очередь из-за падения доходов соотечественников. Клиенты отказываются от дополнительных услуг, выбирают самые простые гробы и бетонные памятники вместо гранитных, стараясь максимально сократить расходы на прощание с близкими. В общем, Путин постарался, и умирать в стране сейчас дешевле, чем никогда. Но нашим российским зрителям я желаю крепчайшего здоровья. Нам еще Лебединое озеро смотреть. А там у вас будет шанс построить нормальную страну. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся утром.